Ребята, я знаю, какое будет следующее обновление в Брукхейвен. Если ты тоже хочешь узнать, досмотри это видео обязательно до конца. Но не забывай про мой инстаграм и дискорд, потому что сегодня вечером я буду там общаться с подписчиками. Поэтому если ты хочешь пообщаться со мной, прыгай ко мне в дискорд, ссылочка будет в закрепленном комментарии. Многие ребятки пишут мне в дискорде, в инстаграме, в комментариях о том, что... Где Брукхейвен, Влад? Знаете, что я вам скажу, ребята? Почему нет Брукхейвена? Потому что нечего по нему снимать вообще. Вот я вам серьезно говорю, нечего снимать. Нет обновлений, нечем заняться. Ну, нечего снимать Брукхейвен, к сожалению. К сожалению, такая вот, ребята, проблема у нас есть. Но, однако, я нашел некоторое доказательство того, какое же следующее обновление у нас будет в игре. И это будет довольно-таки интересно. Но сперва я хочу, чтобы мы с вами прошлись по всей истории Брукхейвена, поняли, я не знаю, как правильно, можете написать в комментариях, как правильно, что же вообще у нас происходит, да, какие у нас вещи происходят в Брукхейвен, какие у нас проблемы, что такое агентство, зачем оно, что за источники энергии, кто такой мистер Брукхейвен, сейчас мы с вами со всем этим разберемся, и я вам расскажу, какое обновление, возможно, может быть следующим. Это довольно-таки будет очень крутое обновление, я думаю, вам понравится. Итак, давайте для начала мы возьмем с вами какую-то тачку. Абсолютно любую можно взять, кстати. Я не хочу мистери машин, я хочу что-нибудь такое вот интересное. Так, ребят, хочу купить вот этот вот пак машин. Как вы думаете, если стоит, пожалуйста, зайдите ко мне в группу в Роблоксе, купите мерч, купите мерчанский, да, и я буду очень рад, если вы его возьмете, и я смогу когда-нибудь купить для видео вот такой вот пак с машинами. Так, ну давайте возьмем самую новую тачку, это вот этот вот наш товарищ почтальон, да, только давайте поставим вот такой вот, например, УДС, ребят, мы сегодня будем с вами курьерами. Итак, в чем прикол, ребята? Вы все знаете, что у нас в Брукхейвен есть некое агентство. Это агентство у нас занимается какими-то абсолютно непонятными делами. В некоторых местах вы можете найти их, да, всякие... Там что-то написано? Давайте прочитаем то, что-то написано. А ну-ка. Интересно, кто оставил эту штуку? Где бинокль? Быстрее! Мне интересно, что там такое. Ой-ой. Опять на немецком. Ребята, я не понимаю, почему одни немцы у меня. Вот кто знает немецкий, переведите, что там написано. Versucht Girl der Soll zum Strand gehen, du ist ein Haus und sie ist immer im Haus. Что-то про дома, короче. Я не знаю, что это такое, ребят. Кто знает немецкий, напишите в комментариях, потому что вы как-то мне в комментах писали, что кто-то там с Германии. Ну так переведите. Переведите. Так, окей. Вы знаете, что у нас есть агентство, которое находится у нас в этой больнице. Вы все знаете, что оно вот именно здесь проводили какие-то вот странные, непонятные эксперименты, да, и подтверждение этих экспериментов. У нас есть рапорт Авида, да, который мы можем найти в этом новом доме, в вот этой военной базе заброшенной, да, которую у нас новую добавили. Там у нас он говорил, что этот человек, точнее вот это вот агентство, да, и вот эти люди, которые там стоят, они замешаны в каких-то очень страшных делах. И обратите внимание, что у нас тут, смотрите, есть и пришелец, это означает, что они какие-то эксперименты над пришельцами делали. Что за эксперименты, ребята, мы узнаем, скорее всего, чуть позже. Но запомните то, что речь у нас идет про пришельцев сейчас, да, в данный момент. Итак, что мы знаем дальше? Мы знаем, что этот город у нас построил мистер Брукхейвен, и у нас есть доказательства того, что он его построил действительно. Это вот эти вот кинопленки, киноленты, которые мы с вами находим в разных местах, в разных частях города, которые нам рассказывают историю города, в принципе, да? Но как вообще это может относиться к следующему обновлению? Знаете, ребят, честно, вот вам скажу, какая связь? Какая связь вообще может быть вот со всеми этими историями, со всеми этими секретками, которые мы находим? Во-первых, у нас здесь полностью есть связь с источником энергии. Что за источник энергии? Я уже говорил, что его мистер Брукхейвен нашел в этом городе, да, и он каким-то образом умудрился найти ему применение. Однако, ребята, у нас есть агентство, которое за этим источником энергии охотится. И охотится оно за тем, чтобы что-то очень плохое сделать. Тут понятно, да, зачем это все было сделано. Но у нас есть вот такой вот бункер. Тут почему-то темно, давайте мы свет с вами включим.
В чем прикол этого бункера? Почему он вообще здесь находится? Что вообще от этого бункера? Этот бункер, так скажем, главное, скорее всего, сердце электрическое, да, этого города. То есть тут у нас какое-то питание будет подаваться куда-то именно, не весь город, потому что город-то у нас со светом, правильно? А куда-то в отдельное место. В какое место, ребята, мы пока что не знаем, но есть предположение. Окей, значит, у нас есть, ребят, вот этот вот бункер, у нас есть вот эти вот, ух ты, это кто написал? Мистери машины, это мои подписчики уже приехали, интересно. Кстати, если вы хотите со мной играть, ребят, прыгайте ко мне в Discord, ссылочка будет в закрепленном комментарии, я там периодически зову подписчиков со мной играть, поэтому не упустите такую возможность. Кто хотел поиграть со мной, не становлясь спонсором, пожалуйста, приглашаю вас ко мне в Discord. Все очень просто. Итак, значит, мы с вами получили вот такую вот информацию, то, что у нас есть и источник энергии, у нас есть агентство, и вообще, в принципе, у нас вся вот эта вот штука развивается очень странно. То есть у нас есть и пришельцы, и какие-то очень сильные источники энергии, явно космические, да, но мы знаем, ребята, что, скорее всего, следующее обновление у нас будет космическое. Может быть, не прям следующее, а через обновление, да, возможно. Вот совсем скоро, это уже 100%, ребята, совсем скоро. Почему? Во-первых, у нас есть вот такая вот комната в нашей больнице, да, вот эта вот комната, где нет гравитации. Да, конечно, оно там сделано таким образом, что там якобы вода, но это все особенности Роблокса, мы даваться в эти подробности не будем. Вот видите, мы тут летаем, как будто у нас тут невесомость какая-то, да, и вот эти вот комнаты, на самом деле, да, они у нас создают якобы такую вот искусственную гравитацию, да, понятно, что вот мы вот здесь летаем, это у нас типа космос, а вот здесь у нас якобы люди живут, да, что-то здесь делают, у нас тут, как видите, гравитация, да, и мы можем бегать, прыгать и все остальное делать. А сверху, видите, мы уже ничего не можем делать. Почему? Скорее всего, вот эта комната у нас находится где-то в космосе. Да, обязательно, ребята, в космосе, потому что у нас тут есть что-то по поводу гравитации, надписи какие-то, что-то по поводу квантовых скачков и прочего. То есть у нас здесь действительно что-то космическое есть. Такое ощущение, как будто мы реально с вами находимся в космосе. Возможно, это комната в каком-то, не знаю, космическом корабле, возможно, в спутнике, возможно, отдельная комната летает, да, в космосе. Непонятно, но мы знаем, что раз уж тут дело с гравитацией, значит дело с космосом обязательно, потому что даже у агентства есть вот этот вот зеленый человечек, это пришелец на самом деле, да, я смотрел, ребята, файлы игры, я видел, что там написано, что это пришелец, это 100%, но, понимаете, ребята, как мы туда попадем? Вопрос очень хороший, но здесь разработчики оставили нам некоторые подсказочки, некоторые сливы нового обновления, которые мы пропустили, но их можно найти. Я думаю, ребята самые уже зоркие, скорее всего, увидели это, они уже знают, что к чему, ну а кто не знает, сейчас я вам расскажу. Итак, смотрите внимательно, ребята. У нас здесь появились шмотки, да, вот вы заходите вообще в шмотки, смотрите, что у нас есть в костюмчике, да, заходите или нет. Однако, ребята, здесь у нас появился костюм очень странный, ребята, смотрите. Мы листаем вниз, страннее даже, чем вот этот костюм, намного. Мы листаем вниз и посмотрите, что у нас будет здесь. Так, листаем, и смотрите, бац, у нас, ребята, скафандр, смотрите, дальше. Что мы делаем дальше? Мы заходим сюда, убираем вот это, скорее всего, это нам не понадобится. Заходим вот сюда, и здесь у нас, ребята, шлем, ребята, самый настоящий, космический шлем. Посмотрите, мы теперь астронавт, понимаете? То есть, скорее всего, мы готовимся таким образом к следующему обновлению, которое явно у нас будет в космосе. И я думаю, что мы сможем полететь с вами в космос, летать, что-то делать. Скорее всего, так оно и будет. Это очень будет интересно. Вот прям нереально интересно, ребята. Но мы еще не знаем, каким образом мы туда, да, доберемся. Но, помимо этого, у нас появилась новая работа. Новая работа, ребят, как она выглядит? Она выглядит вот таким образом. Заходим сюда, листаем самый низ, и бах, у нас есть работа астронавтом. Но где нам работать астронавтом?
То есть нам негде работать. Обычно работу можно взять в каком-то месте работы, да, в Брукхейвен. Например, если вы там пойдете в ресторан, то вы сможете стать официантом, да, если вы пойдете в пожарную часть, вы сможете стать пожарником. А где нам стать астронавтом? Где нам стать астронавтом? А на самом деле, ребята, нигде. У нас тупо нет этого места. Скорее всего, нам сделали, ребята, вот такую вот подсказочку, небольшой такой слив следующего обновления. Возможно, нам добавят новое место. Я думаю, это будет космический корабль, на котором будут какие-то вещи, и мы сможем здесь, ребята, на этом корабле летать. Да, ну точнее он, скорее всего, будет просто летать, а мы там сможем с вами находиться, и мы будем видеть, ребята, разные интересные вещи. Мы по-любому с вами отправимся в космос, это 100%. Это 100%. Но каким образом мы туда, да, сможем попасть? Вопрос довольно-таки хороший. У нас, по крайней мере сейчас, да, в Брукхейвен нет абсолютно ничего, что связано с космосом. Абсолютно ничего. Это немного настораживает. Однако есть кое-что, что очень-очень отдаленно, но напоминает какие-то вещи с космосом. Давайте я вам сейчас покажу. Для этого, посмотрите, вот мы реально с вами космонавт. А я, знаете, что не смотрел? Я не смотрел, добавили ли у нас какие-то вещи для космонавтов. Может быть, мы сможем с вами что-то здесь найти. Нет, ничего нет. Окей. Мы, ребята, с вами садимся сейчас в машинку быстренько, да? И едем. Вы никогда не догадаетесь, где может быть космический корабль, который, ну, похож немного на космический корабль, да, который вот реально приближает нас к этому, ребята, космическому обновлению. Это просто дикость, это просто дикость. Смотрите, мы выходим с вами, мы космонавт, да, и заходим вот сюда. Вы спросите, космический корабль, что, в квартирах? Да, ребят, да, смотрите, ставим. Смотрите сюда. Бац. Вы знаете, да, многие, конечно, ее поставить не могут, потому что это премиум вещь, но посмотрите, ребята, что у нас здесь. Посмотрите, ребята, что у нас здесь. Это явно какой-то космический корабль. Посмотрите, у нас, во-первых, есть вот такие небольшие кабинки для, ну, космонавтов, потому что, смотрите, они и закрываются. Ой, прости, блин, нечаянно подписчика забанил, прости, пожалуйста, я хотел свет выключить. Вот, видите, мы закрываем с вами, то есть это у нас явно какие-то кабинки космонавтов, это 100%, и эта штука действительно похожа на космический корабль, это жесть. Я вот реально не обращал на это внимания, но тут больше всего нас интересует вот такая вот вещь, обратите внимание сюда. Мы можем сюда нажать на вот эти вот штуки, они очень сильно похожи на вот эти источники энергии, на эти стержни, да, которые мы с вами находим. Если мы на них нажмем, у нас будет попытка синхронизации. То есть вы поняли, да, что вот эта вот попытка, какое странное слово, да, синхронизация, она у нас срабатывает и здесь. То есть она срабатывает и на этих стержнях, и здесь. Это может означать, ребята, только одно, что вот это место, вот это здание, да, либо, я не знаю, космический корабль, он у нас синхронизируется каким-то образом с вот этим вот, я не знаю, давайте закроем, чтобы никто не заходил, с вот этим вот космическим кораблем, возможно, он синхронизируется с этими стержнями, возможно, он будет летать на этом источнике энергии. Но обратите внимание, что реально космический корабль. Реально нам разработчики намекают о том, что у нас будет космическое обновление. Посмотрите, кнопочки и все такое есть. Действительно очень странно. Я вот хочу, чтобы вы в комментариях, ребят, написали, как вы думаете, какое обновление будет следующее? Будет ли космос, либо будет что-то другое? Прыгайте прямо сейчас, пишите в комментариях, посмотрим, какие у вас мысли.